Забудьте все, что вы видели в кино о голливудских джунглях. Настоящий парк юрского периода развернулся миллионы лет назад прямо здесь, на бескрайних просторах Казахстана и Монголии. Представьте, что вы выходите из машины в современной степи, но вместо горизонта видите спину живой горы высотой с пятиэтажный дом. Воздух дрожит от низкого гула, который вы чувствуете кожей, а земля под вашими ногами ходит ходуном от каждого шага невидимого колосса. Вы здесь не турист, вы случайный свидетель эпохи, когда степь принадлежала существам, способным проглотить человека, даже не заметив этого. Здесь каждый холм может оказаться спящим броненосцем, а любая тень во враге – самым опасным хищником в истории планеты. Готовы ли вы сделать шаг в мир, где природа не знала жалости и создавала гигантов, которые до сих пор заставляют наши сердца биться чаще? Добро пожаловать домой, в мир настоящих королей Азии. Первое. Тарбозавр – азиатский тиран. Тарбозавр – вершина пищевой цепи Древней Азии. Этот хищник не просто охотился, он полностью контролировал экосистемы. Его челюсти развивали давление в 7 тонн, с легкостью дробя кости в пыль, а каждый шаг 6-тонного тела заставлял землю дрожать. Обитая в долинах Монголии, он был воплощенным кошмаром для любого гиганта. В отличие от своего американского кузена тираннозавра Рекса, Тарбозавр был более поджарым и стремительным, что делало его еще более опасным в преследовании жертвы. Здесь, в пыльных маревах доисторических степей, он оставался абсолютным монархом, без конкурентов, без врагов и без малейшего шанса для тех, кто попал в поле его зрения. Его присутствие означало только одно – смерть. Второе. Зауролов – исполин с гребнем. Вы смотрите на него и не верите своим глазам. 13-метровая туша весом в несколько тонн движется с грацией, которой не ждешь от такого гиганта. Зауролов – это не просто травоядный ящер, это живой локатор древних равнин. Его костяной гребень на голове служил мощным резонатором, способным издавать трубный звук, разносящийся на десятки километров. Этот крик был предупреждением для стада. Враг близко. Когда сотни таких колоссов начинали бег, почва превращалась в живое месиво, а шум напоминал сход лавины. Он был главной добычей тарбозавра, но его размеры и чуткий слух делали охоту на него смертельно опасным испытанием даже для самых яростных хищников Азии. Его жизнь – это вечный танец выживания. Третий. Тархия – живая крепость. Если природа когда-то и создавала идеальный танк, то это была Тархия. Представьте существо, чья спина покрыта непробиваемым панцирем из костных шипов и пластин, встроенных прямо в кожу. Даже самый мощный укус хищника здесь бесполезен. Зубы просто крошатся о гранитную броню. Но главный сюрприз скрыт на кончике хвоста. Массивная костяная булава, одним ударом которой Тархия ломала челюсти и крушила голени нападавших. Это был медлительный, но абсолютно уверенный в себе хозяин степей. Он не убегал от опасности, он просто ждал, когда противник совершит роковую ошибку и подойдет на расстояние удара. В мире, где правит сила, Тархия выбрала стратегию абсолютной защиты, став практически неуязвимой. Четвертый. Терезинозавр. Кошмар из легенд. При первом взгляде на него разум отказывается верить в реальность происходящего. Перед вами стоит нечто похожее на гигантскую пернатую гору с неестественно длинной шеей, но все внимание приковано к его рукам. 3-метровые конечности венчают когти длиной в человеческую руку. Острые, изогнутые, похожие на жуткие косы. Терезинозавр выглядит как порождение ночного кошмара, способное распотрошить любого хищника одним взмахом. Однако этот устрашающий облик скрывал мирный нрав. Своими исполинскими саблями он лишь пригибал ветви деревьев, выбирая самую сочную листву. Это был великий парадокс азиатских степей – существо с внешностью демона и душой мирного пастбищного гиганта, чьи когти держали в страхе даже королей. Между этими колоссами шел вечный спор. Кто-то ставил на сокрушительную атаку, а кто-то на непробиваемую защиту. Но в этой игре на выживание были и те, кто выбрал третий путь – скорость и тонкий расчет. Мы уходим от тяжеловесных схваток к мастерам маневров и уникальным находкам, которые прославили степи Казахстана. Пятый. Батырозавр. Богатырь из Казахстана. Названный в честь легендарных казахских воинов, батырозавр полностью оправдывает свое имя.
Это был крепко сбитый, мощный гадрозавр, чей скелет стал сенсацией для науки. Он не обладал острыми зубами или длинными когтями. Его сила заключалась в выносливости и невероятной приспособленности к суровым условиям Центральной Азии. Представьте стада этих богатырей, мигрирующих по бескрайним равнинам в поисках сочной растительности. Его челюсти, снабженные сотнями мелких зубов, работали как идеальная мельница, перетирая самую жесткую флору. Батерозавр стал символом того, что даже без брони и клыков можно доминировать в ландшафте, если ты достаточно велик и стоек, чтобы выдержать любые испытания древней эпохи. 6. Алеорам – пустынный спринтер. Если торбозавр был тяжелым танком, то алеорам – это изящный снайпер-тираннозаврид. Его длинная узкая морда, украшенная рядом костяных гребешков, сразу выдает в нем охотника на мелкую и быструю добычу. Он не вступал в лобовые столкновения с гигантами, его стихия – стремительная погоня в сумерках. Алеорам обладал облегченным скелетом и длинными ногами, позволявшими развивать невероятную скорость на открытых пространствах. Глядя на него, понимаешь, что эволюция довела форму этого хищника до абсолюта. Каждое движение выверено, каждый прыжок смертоносен. Это был грациозный убийца, чья тень мелькала среди барханов, не оставляя жертве времени даже на то, чтобы осознать свою участь перед решающим броском. 7. Дейнохейрус – ужасающая рука. Десятилетиями ученые находили лишь его колоссальные двухметровые лапы с когтями-крюками, строя пугающие догадки. Реальность оказалась еще более странной. Дейнохейрус выглядел как фантастический гибрид верблюда, утки и динозавра. Огромный горб на спине, беззубый клюв и массивный хвост делали его самым причудливым обитателем монгольских пойм. Несмотря на грозные когти, этот 11-метровый титан предпочитал копаться в иле, поедая рыбу и водные растения. Его габариты были настолько велики, что даже торбозавры трижды думали, прежде чем напасть на это непонятное и мощное существо. Дейнохейрус – это живое доказательство того, что природа в степях Азии не знала границ в своих самых смелых и пугающих экспериментах. 8. Немектозавр – хозяин небесных крон. В тени засушливых каньонов немектозавр казался живой скалой, неторопливо перемещающейся в поисках пищи. Этот зауропод был настоящим инженером экосистемы. Его длинная шея позволяла дотягиваться до листвы, недоступной другим, а огромный вес прокладывал тропы, которыми потом пользовались все остальные. Его череп, найденный в песках Гоби, открыл ученым мир существа с удивительно чутким слухом и обонянием. Немектозавр не нуждался в спешке, его защитой был сам размер. Когда такая махина двигалась к водопою, хищники покорно отступали, понимая, что один случайный шаг этого гиганта может раздавить их в лепешку. Он был воплощением спокойствия и несокрушимой мощи, пронесенной сквозь миллионы лет. 9. Протоцератопс – опекун гнезд. Небольшой, размером с крупную овцу, этот динозавр стал ключом к пониманию социальной жизни ящеров. Протоцератопс обладал мощным клювом и характерным костным воротником, который защищал шею и служил для привлечения сородичей. Но по-настоящему знаменитым его сделали находки кладок яиц. Здесь, в степях, эти существа проявляли трогательную заботу о потомстве, охраняя гнезда от мелких воришек. Именно ив-черепа с клювами, находимые древними кочевниками, породили мифы о грифонах, стерегущих золото. Протоцератопс доказывает, чтобы оставить след в истории, не обязательно быть многотонным монстром. Достаточно быть стойким, храбрым и готовым до последнего защищать свой дом в самом сердце жестокого доисторического мира. Мир гигантов не ограничивался лишь сушей. Там, где сегодня простираются сухие степи и вздымаются горы, когда-то плескались волны древних океанов, а причудливые формы жизни принимали такие масштабы, что современному человеку они кажутся плодом фантазии. Мы переходим к самой необычной части нашего списка – от повелителей глубин до пернатых колоссов, которые стерли грань между ящером и птицей. 10. Казахстанозавр – хозяин исчезнувших морей. Когда-то территория западного Казахстана была дном глубокого океана Тетис, и в этих водах царил казахстанозавр. Этот ихтиозавр – истинное воплощение морской мощи. Обтекаемое тело, огромные глаза, способные видеть в вечной тьме глубин, и челюсти, усаженные острыми зубами для охоты на скользкую добычу. Его недавнее открытие перевернуло представление о морских рептилиях региона.
Представьте 7-метрового хищника, который со скоростью торпеды прорезает толщу воды, преследуя стаи древних рыб. Он был совершенным охотником, не знавшим преград в своей стихии. Казахстанозавр напоминает нам, под пылью современной степи скрыты тайны не только земных титанов, но и настоящих морских монстров, правивших этим краем миллионы лет назад. 11. Гигантораптор, пернатый монарх. Если вы думали, что пернатые динозавры были мелкими и безобидными, гигантораптор заставит вас изменить мнение. Это был самый крупный оверапторозавр в истории. 8-метровое существо весом в 1,5 тонны, полностью покрытое ярким оперением. С мощным беззубым клювом и сильными ногами он выглядел как выходец из сюрреалистичного сна. Гигантораптор сочетал в себе птичью легкость и мощь тираннозавра, будучи способным развивать высокую скорость на открытых пространствах. Его присутствие в экосистеме было вызовом для всех. Этот исполинский птицеящер не просто выживал, он доминировал, используя свой интеллект и острые чувства. Это яркое, пугающее и невероятно красивое существо было истинным королем азиатского мела. 12. Яксартозавр. Сырдарьинский странник. Найденный на берегах легендарной Сырдарьи, Яксартозавр стал одним из важнейших символов палеонтологии Казахстана. Этот гадрозавр выделялся среди других своим необычным полым гребнем на голове, который, скорее всего, служил ему и музыкальным инструментом, и сигнальным маяком. В густых прибрежных зарослях и открытых долинах звуки его трубных призывов разносились на многие мили, собирая стада и предупреждая о приближении хищников. Яксартозавр был мирным гигантом, чья жизнь зависела от коллективной сплоченности и бдительности. Его история — это рассказ о невероятном разнообразии форм, которые принимала жизнь в этих краях, и о том, как даже самые мирные существа находили способы процветать в мире, полном опасностей. 13. Багараатан — маленькое чудовище. Его имя переводится как «маленькое чудовище», но не дайте названию обмануть вас. Багараатан был воплощением чистой агрессии и хитрости. Этот хищник среднего размера обладал уникальным строением скелета, которое сочетало в себе черты самых разных семейств динозавров, делая его эволюционной загадкой. Он был невероятно живучим и адаптивным. Там, где пасовали крупные тираннозавры, Багараатан находил лазейку. Его тактика заключалась в изморе добычи и внезапных атаках из засады. В суровых степях Монголии он занимал нишу неуловимого охотника, который мог выжить в самых жестких условиях. Это был опасный сосед для любого существа, ведь маленькое чудовище всегда было на шаг впереди своих врагов, полагаясь на скорость и острый ум. 14. Сайхания. Железная эстетика Гоби. Сайхания, чье имя на монгольском означает «красивая», была настоящим шедевром природного оборонного зодчества. Это был тяжело бронированный анкилозавр, чье тело представляло собой сплошной щит из костных пластин, покрытых острыми щупами. Даже ее брюхо было защищено, что делало ее почти неуязвимой для зубов и когтей. Сайхания обитала в засушливых, почти пустынных районах, где конкуренция за воду была смертельной. Ее мощный череп с внутренними каналами помогал охлаждать воздух и сохранять влагу, превращая ее в идеальную машину для выживания в экстремальной жаре. За этой внешней красотой скрывалась невероятная мощь. Один взмах ее хвостовой булавы мог остановить любого, кто осмеливался нарушить покой этой бронированной королевы пустыни. За мощными панцирями и острыми когтями скрывались еще более причудливые формы жизни. Те, кто приспособил свое тело под самые невероятные задачи. Мы приближаемся к финалу нашего списка, где биологические эксперименты природы достигают своего пика. От загадочных черепов до существ, чьи имена стали легендами палеонтологии. Эти последние герои доказывают, что степи Азии были главной лабораторией эволюции. 15. Квизитозавр. Таинственный гигант. Квизитозавр — это имя, которое переводится как «необычный ящер», и он полностью его оправдывает. Этот зауропод обладал строением черепа, которое до сих пор ставит ученых в тупик. Его зубы и органы чувств были заточены под очень специфический рацион и образ жизни. Представьте колоссальное тело, плавно перемещающееся по пойме древней реки, и голову, которая постоянно сканирует пространство в поисках редких растений. Он был мастером узкой специализации, занимая нишу, на которую не претендовал никто другой.
В мире гигантов квизитозавр был интеллектуалом среди тяжеловесов, чья жизнь была подчинена поиску баланса в суровой экосистеме, где любая ошибка могла стоить жизни всему виду. 16. Уданцератопс. Челюсти из песков. Уданцератопс – это старший брат всем известных рогатых динозавров, но со своими уникальными особенностями. В отличие от многих родственников, он был довольно крупным и обладал невероятно мощной, массивной нижней челюстью. Его голова была настоящим биологическим прессом, способным перемалывать самую жесткую и сухую растительность, с которой не справлялись другие. Обитая в засушливых районах, он стал символом стойкости. Уданцератопс не нуждался в длинных рогах. Его устрашающий вид и внушительные размеры служили достаточным аргументом против любого хищника. Это был крепкий, коренастый житель равнин, который превратил процесс выживания в демонстрацию абсолютной мощи и несокрушимой воли. 17. Аралзавр. Тень Аральского моря. Задолго до того, как на картах появилось Аральское море, его будущие берега сотрясались под шагами аралзавра. Этот утконосый гигант обладал характерным костным выступом на носу, который делал его профиль узнаваемым среди тысяч других ящеров. Аралзавр был душой прибрежных лесов. Его социальное поведение и способность общаться с сородичами с помощью низкочастотных звуков делали стадо единым организмом. Он напоминает нам о том, что география нашей планеты постоянно меняется. Там, где сейчас солончаки, когда-то кипела жизнь в самом ярком ее проявлении. Аралзавр был связующим звеном между сушей и водой, мирным обитателем исчезнувших оазисов, чья история навсегда вписана в летопись Казахстана. 18. Архарозавр. Забытый титан. Архарозавр – это настоящий палеонтологический детектив. Его скудные останки, найденные на границе степей, говорят нам о существовании огромного зауропода, который был настоящим невидимкой для науки долгое время. Каждая найденная кость этого существа на вес золота, ведь они описывают жизнь одного из последних великанов своего типа в регионе. Он был живой горой, чья кожа была грубой, как кора древних деревьев, а взгляд – спокойным и отстраненным. Архарозавр воплощает в себе величие ушедшей эпохи. Он был настолько велик, что его существование казалось невозможным, и настолько загадочен, что мы только начинаем осознавать его истинную роль в управлении ландшафтами Древней Азии. 19. Самаркандская целурозаврия. Невидимая угроза. Не все опасности были огромными. В тенях под ногами гигантов сновали существа, которых палеонтологи находят в формациях Бастобе. Эти мелкие хищники, целурозавры, были воплощением юркости и коварства. С тонкими костями и острыми, как бритва, зубами, они охотились на все, что было меньше их по размеру, и нередко воровали яйца у более крупных соседей. Самаркандская целурозаврия доказывает, что в степях выживал не только самый сильный, но и самый хитрый. Они были санитарами своего времени, быстрыми тенями, чьи горящие глаза следили за миром из густых зарослей. Маленькие, но смертоносные, они были неотъемлемой частью великого круговорота жизни. 20. Тиранозавр. Последнее звено. Завершает наш список существо, которое стоит на пороге великих перемен. Тиранозавр и его близкие родственники дромеозавриды были вершиной эволюции хищных ящеров. Покрытые густым оперением, с острым когтем на втором пальце ноги и невероятно развитым мозгом, они больше напоминали огромных хищных птиц, чем медлительных рептилий. Это были стратеги, способные на сложные групповые атаки и обладавшие невероятной координацией. Вглядываясь в облик тиранозавра, мы видим будущее – тех, кто переживет великое вымирание и станет предком современных птиц. Он – финальный аккорд в истории гигантов степей, живой мост между миром ящеров и тем миром, который мы видим за своим окном сегодня. Это было путешествие длиной в миллионы лет по землям, которые и сегодня хранят дыхание великой эпохи. Казахстан и Монголия – это не просто точки на карте, это гигантский архив, где под каждым слоем песка и камня скрыта история триумфа жизни. Мы увидели, как природа доводила формы до абсолюта, от сокрушительной мощи челюстей торбозавра до ювелирной брони сайхании и невероятных когтей терезинозавра. Эти существа не просто выживали, они правили миром, который не прощал слабости. И хотя их время давно ушло, они оставили нам нечто большее, чем просто окаменелости. Они оставили нам осознание того, насколько хрупка и одновременно величественна жизнь на нашей планете. Глядя на бескрайние степи сегодня,
Помните, под вашими ногами спят короли, чья империя не знала границ и чья история все еще пишется в пыльных каньонах и научных лабораториях. Древние гиганты ушли, но их тень навсегда легла на эти земли. И кто знает, какие еще титаны ждут своего часа, чтобы снова явиться миру из глубин казахстанских и монгольских недр. Наше путешествие в мир динозавров Азии окончено, но тайны степей только начинают открываться.